В НПО Лавочкино завершаются испытания аппарата «Луна-25», которому предстоит стартовать в этом году к южному полюсу Луны. Специалисты провели большой объем наземных отработок с приборами, завершили их автономные испытания. И сейчас мы вошли в заключительную фазу наших испытаний наземных. Это комплексные испытания, в рамках которых проверяются режимы, близкие к штатному функционированию. Луна-25 станет первой с 1976 года отечественной межпланетной станцией, которая полетит к естественному спутнику Земли и пятому по величине спутнику в Солнечной системе, но определенно самому значимому для человечества. Наша страна может гордиться успехами прошлого. Первая посадка на Луну, первый спутник Луны, первая фотография обратной поверхности, первый луноход и возврат лунного реголита с помощью возвращаемой ракеты в автоматическом режиме. Стоит отметить, что в прошлом все успешные лунные посадочные аппараты были созданы в Химках в НПО Лавочкино под руководством Георгия Николаевича Бабакина. Сейчас же перед молодым поколением конструкторов стоит новый вызов. У нас есть уникальный шанс впервые поприсутствовать рядом с летной машиной, которая отправится на Луну. Луна-25 весит 1605 килограммов в заправленном виде. Из них ровно тонна уходит на топливо. Все остальное — это само летное изделие. Сейчас можно увидеть, что фотоэлементы еще не установлены вот в верхнюю часть аппарата. Они будут точно такие же, как здесь. Аппарат должен проработать в южном полюсе Луны около земного года. При этом температура в этой точке посадки опускается ночью до минус 170 градусов. Для этого внутри находится специальный изотопный генератор, который переводит тепло плутония в электричество, тем самым поддерживая работоспособность всей научной аппаратуры. В предыдущие годы в основном все миссии осуществляли посадки в экваториальной области Луны. Там главная баллистика и относительно ровные протяженные участки поверхности, так называемые моря, где в древности была разлита лунная лава. Сейчас же еще более сложная задача — совершить посадку в районе южного полюса Луны. Как выбиралось место посадки? Это была отдельная, на самом деле, научно-техническая задача со стороны нашего аппарата. Это именно требование к рельефу, то есть там не должно быть уклонов больше 15 градусов, не должно быть камней крупных больше 250 миллиметров. И такой район должен быть размером 30 на 15 километров. С другой стороны, должна быть большая научная отдача этого района, там должно быть большое содержание воды, что интересно ученым. Такие районы были найдены. Это основная наша точка в районе кратера Богуславский и запасная недалеко от кратера Манцини. Многолетние кропотливые работы по подготовке аппарата практически закончены. В научной программе проекта «Луна-25» задействовано более 30 организаций Роскосмоса. За историю создания миссии Луны-25 в НПО имени Лавочкино создано несколько конструкторских макетов. Вот это самый первый, ему 10 лет. На нем конструкторы проверяют компоновку, насколько она удачная и как вообще располагать приборы и все остальное. А вот это антенный макет. Здесь проверяется радиотехническая совместимость приборов, экранирование, диаграмма направленности. И всего в предприятии находится 16 подобных копий Луны-25 и плюс летная машина. Все научные приборы готовы, они установлены на борт станции. Специалисты НПО Лавочкино проводят их финальные проверки коммуникации с бортовыми служебными системами и радиоканалом. После завершения всех испытаний Луна-25 будет отправлена на Восточный. В истории отечественного космодрома это первая миссия к другому небесному телу. ВН-80 открыт, идет сброс давления по ЛВ-2320. Технический комплекс космодрома «Восточный» в рамках работы по программе «Луна-25» прошел комплексные испытания с макетами космических аппаратов. Это габаритный макет и заправочный макет. Комплексные испытания прошли успешно. Подтверждена готовность технического комплекса к приему реального космического аппарата. За моей спиной вы видите ракетоноситель «Союз-2», который подготовлен к летной конфигурации к запуску космического аппарата «Луна-25».
Для интеграции лунной станции в ракету «Союз-2» конструкторы разработали специальную удлиненную ферму, которая связывает Луну-25 с разгонным блоком «Фрегат», который выведет исследовательский аппарат на перелетную траекторию к Луне. Перелет от Земли до Луны у аппарата займет около 5 дней. Он выйдет на полярную орбиту вокруг нашего естественного спутника Земли и затем еще примерно через 5 дней совершит посадку в районе Южного полюса Луны, рядом с кратером Богуславского или Мансини. Штатно это там фактически на 10-е сутки посадка. Если по какой-то причине там на орбитах нам нужно дополнительное время, вот с запасом еще 2 суток, чтобы сесть в запасную точку. Оба посадочных места расположены на видимом полушарии Луны. Разница по времени между двумя сценариями посадки составляет около 2 суток. Вот, собственно, конструктивно аппарат состоит из 2 больших частей. Двигательная установка и приборный контейнер. Ага, вот видно. Да, двигательная установка, вот это блок баков, в которых, собственно, содержится топливо. Да? Вот кронштейны двигателей малой тяги. Это двигатель используется для управления аппаратом вокруг осей. И внизу, вон там, центральный корректирующий тормозной двигатель. На борту Луны-25 стоят 8 научных приборов. За программу исследования Луны отвечает Институт космических исследований Российской академии наук. Ученые будут изучать лунный грунт, реголит, проводить его анализ с помощью различных спектрометров и изучать экзосферу Луны, ее тонкую газовую оболочку непосредственно над поверхностью. Комплекс приборов позволит найти и увидеть водяной лед в грунте в месте посадки. Именно в приполярных областях Луны шанс открыть частички льда очень велик. Но для этого нужно немного вскопать грунт. Вот я вижу, это правильно манипулятор тот Да, самый? это лунный который- манипуляторный комплекс, называется, который как раз будет копать грунт, забирать образцы и доставлять его в прибор-анализатор «Лазма». Здесь видно его 4 привода: плечо, локоть и запястье. И вот это вот небольшое устройство, это грунтозаборное устройство, которое забирает как раз столбик грунта и доставляет в прибор. А с другой стороны его стоит ковш, который убирает верхний слой, чтобы брать незагрязненный после посадки образец. Для испытаний используется специальный грунт, который был сделан Институтом геохи Российской академии наук. Он имеет точно такие же свойства и фракцию, что и лунный реголит. Сам образец грунта, который забирает грунтозаборник, это порядка 3 кубических сантиметров. Это, в принципе, даже много для прибора, но мы берем с запасом. На манипуляторе установлена система обезвешивания, вот эти тросы, которые вы видите. Это имитирует лунную гравитацию. Вот, сейчас вы видите работу грунтозаборного устройства. У него внизу сейчас убирается конус. Он является и датчиком жесткости грунта. Трубка заглубится в грунт. Под силой трения грунт сожмется, и за счет силы трения будет держаться внутри грунтозаборного устройства. Вот сейчас вы видите, он забрал столбик грунта. Лазма ЛР. Прибор, вот если вы посмотрите, такой прямоугольный, с кольцом внизу. Это вот как раз кольцевой приемник грунта. Туда будет насыпаться грунт, он будет прокручиваться и внутрь прибора заходить. Там методом лазерной масс-спектрометрии, собственно, исследуется изотопный состав, определяется, какие элементы в грунте присутствуют. Специальный анализатор, который тоже проведет химический анализ. Это такой лазерный спектрометр, который разложит этот грунт на атомы, прогонит его через анализирующее устройство и определит уже химический и элементный состав грунта. Если там есть вода, значит там много кислорода и водорода. Изначально Луна-25 задумывалась как демонстратор возможностей посадки на Южный полюс, без особой научной нагрузки. Но со временем разработчики миссии установили и доработали множество научных приборов, чтобы сразу провести всесторонние исследования в уникальном месте нашей Солнечной системы. То внимание, которое приковано к проекту сейчас со стороны общества всего, поэтому, конечно, ответственность очень большая.
Луна-25 станет первой миссией среди программы изучения нашего естественного спутника Земли. Безусловно, опыт и технологии современной России возродят и продолжат славную традицию автоматических межпланетных станций, которые отправлялись к другим телам Солнечной системы, открывая новое и расширяя горизонты познания для всего человечества.